Видео из серии «Сам себе психолог. Как самостоятельно выйти из депрессии». Я по образованию клинический психолог и разбираюсь в диагнозах. Если у вас действительно клиническая настоящая депрессия, то чаще всего без каких-то препаратов справиться с ней не сможете. Так утверждает медицина. Но есть ряд действий, которые существенно могут помочь, которые доступны именно вам прямо здесь и сейчас. Что такое депрессия? Вот самым простым языком. Депрессия – это когда вы переживаете какие-то серьезные внутренние психологические процессы, и ваша гормональная система в этот момент начинает иначе работать. Гормон счастья, точнее их несколько, гормоны счастья, перестают вырабатываться, то есть их уровень падает, а гормоны стресса, тревогу, вот все вот эти негативные чувства, они же от гормонов тоже идут. Вот их количество, этих гормонов, приносящих все эти трудные чувства, возрастает. Итого, если вы поможете вашей гормональной системе приблизиться к балансу, когда и счастья достаточно, и тревоги терпимо, с большей вероятностью вы сможете справиться сами. Психические процессы на самом деле забирают у нас энергии ничуть не меньше, а иногда даже больше, чем физическая нагрузка реальная. Но мы этого не замечаем. То есть если мы бежим, у нас начинается голод, мы бегаем, мы голодные, мы как-то понимаем, что мы потратили энергию. Это очевидно для нас. А вот когда мы проживаем депрессивные состояния, для нас не очевидно, что на самом деле в этот момент телу нужно дофига энергии, чтобы психика могла с этим как-то справиться. И часто из депрессии не могут выйти самостоятельно именно потому, что это же состояние еще с апатией, разные формы апатии сопровождают. Аппетит пропадает, и человек не замечает, что на самом деле телу нужно сейчас очень много энергии. Аппетита нет, апатия, есть не хочется, все, останавливается все, а внутри машина, тело начинает сжирать само себя. Поэтому самое лучшее, что можно сделать в этом моменте, это самостоятельно или попросить какого-то близкого помочь вам соблюдать сейчас дисциплину со сном, едой и свежим воздухом, контактом с природой. Самостоятельно соблюдать дисциплину и наполниться этим. Или попросить близкого какого-то поконтролировать вас, понапоминать, помочь, побыть таким бади-партнером в этот момент. Что конкретно нужно? Нужно спать не меньше 9 часов, когда у вас депрессивное состояние. В идеале, если это будет ночной сон. Не получается, не стремитесь ни к каким идеалам. Пусть это будет хоть дневной сон, но долгий. Вообще спите столько, сколько можете. Если у вас нет бессонницы, а вы наоборот склонны спать, отсыпайтесь хоть сутками напролет. Забудьте про все графики и режимы. Вот каждый раз, когда тело может заснуть, не хочет даже, а может, дайте ему спать. Сон вас будет восстанавливать. Вы во сне будете восстанавливаться. Второй момент. Еда. Есть нужно много. И даже если вам хочется вредной какой-то еды, ешьте. Эти калории сейчас вредные пойдут на пользу. Они пойдут в топку этого костра, который внутри вас сейчас горит, хоть он и может выглядеть в виде апатии. Итого есть нужно много. Можете смотреть на здоровую пищу, здорово, ешьте. Нет аппетита, не можете есть. Сделайте себе пюрешку, как детскую, например, картофель и какое-то мясо, или картофель, рыба, рис, рыба, гречка, рыба, что угодно. Взбейте в пюрешку, потому что пюрешку несколько ложек съесть легче, чем, не испытывая голода, заставить себя есть кусок мяса, например. Или может быть фрукт, что угодно, но поешьте, вам нужны калории. Не можете так, смузи какой-то попейте, сок. Найдите вариант, что вы можете. Пейте много воды, спите и как можно больше времени проведите на природе. Найдите способ, как оказаться на природе. Хоть сидите, просто тупите в небо, смотрите. Тупите на воду, смотрите, если есть возможность быть с каким-то водоемом рядом. Лес. Не можете так, любой парк. Люди раздражают, плакать хочется. Не бойтесь, что вы заплачете на людях. Идите туда, куда можете пойти, где есть хоть какой-то выход из дома и хоть что-то напоминающее природу, хоть какие-то деревья настоящие, живые. Потрогайте их. Если вообще не можете никуда выйти, какой-то цветок домашний принесите, поставьте на подоконник, смотрите на него. Контакт с природой очень хорошо помогает. Вот делая такие простые, казалось бы, шаги, вы действительно можете помочь себе. Теперь самое важное. Если вы действительно подозреваете у себя настоящую клиническую депрессию, идите к специалисту. Многие боятся психотерапевтов, боятся каких-то учетов. Понимаю вас. Найдите вариант,
как обратиться к специалисту и при этом не бояться. Может быть, это будет какой-то платный специалист, где больше шансов, что вы попадете в какие-то добрые, отзывчивые руки. Найдите способ, как пойти к специалисту за помощью. Если вам это видео оказалось полезным, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы другие люди тоже его смогли увидеть. Если есть вопросы, пишите их внизу в комментариях. И до встречи в следующих видео. Пока!